Сегодня у нас 27 февраля. По ночам минус 10, днем до плюс 10. Еще видно, в тенечке лежит снег. Ну и попробуем ускорить прорастание семян томатов. Возьмем для этого немного огородной земли свеженькой. В которой есть, как правило, все стимуляторы роста. Наверное, для наших целей хватит. Плюхнем туда обычной колодезной воды. Собственно говоря, можно было бы и талость со снега добавить. Но заморожено сегодня все. Не течет, луж не видно. Так что пойдет и обычная колодезная. И хорошенько перемешаем. Нужно ее расквасючить, чтобы вещества растворились, вышли в раствор. Дальше аккуратно в один слой раскладываем семена на нетканый материал вроде спанбонда. Такой материал хорошо пропускает воду, хорошо пропитывается водой и при этом в воде не гниет. Хорошо пропускает воздух. Если сортов несколько, как в нашем случае, мы нарезаем несколько кусочков нетканого материала и раскладываем на каждый из них отдельный сорт. Конечно, нужно будет нарисовать схему, на которой записать, где что лежит, чтобы не перепутать названия сортов. Мы дождались, когда разведенная в воде огородная земля отстоится, раствор стал достаточно прозрачный, вещества, которые нужны, уже вышли в воду из почвы. И теперь можно аккуратно воспользоваться этим раствором для замачивания семян и для стимуляции их прорастания. Мы начинаем замачивание семян томатов не раньше, чем за 1,5-2 месяца до высадки горшечной рассады в открытый грунт или в парник. Для разных регионов с разным климатом сроки замачивания и посева семян различаются. Но в любом случае горшечная рассада не должна перерасти размеры горшков. И после высадки должно быть достаточно опыта и материалов для эффективной защиты растений от возвратных заморозков. Конкретно мы умеем эффективно защищать рассаду томатов в парниках и открытом грунте при кратковременном морозе вплоть до минус 10-15 градусов Цельсия. Все, водой залили. Делаем так, чтобы точно семена намокли. И на ближайшие 12 часов оставляем в покое, просто в теплом помещении. Сейчас вот вечер, просто утром, даже не будем время засекать, просто утром сольем воду лишнюю. Ну а пока пускай семена напитываются раствором отстоявшейся почвенной воды. Разумеется, мы записали, где какие сорта. Вот у нас отметка здесь. Маркером поставили. Это начало. Вот. Один сорт, второй сорт, третий сорт. Ну и дата замачивания. Чтобы знать примерно, когда замочили. Ну, дня через 2-3 можно уже начинать посматривать сюда. По идее, в пределах недели, где-то, ну, максимум 2, должно все прорасти. Если, конечно, семена еще всхожие. Вот так-то можно было бы сразу сеять, но староватые семена, тоже далеко не прошлого сезона. То есть смысл проверить всхожесть, конечно, перед посевом. А так, если бы свежие семена были, мы, скорее всего, сеяли бы сразу и не заморачивались с таким вариантом. Кстати, к утру смесь отстоялась. Вообще практически полностью прозрачная стала. Ну а это
Мы изначально добавляли достаточно мало воды, с таким расчетом, чтобы большая часть воды впиталась, испарилась. Поэтому сейчас даже не придется сливать. Ну, если бы явные излишки были бы, слили бы. По крайней мере, точно семена воды напитались. Прошло примерно около 12 часов. Все. В таком виде можно запихивать в полиэтиленовый пакет. Если развернуть, видно, что семена мокрые. Все нормально с ними. Все. Заворачиваем обратно. И дальше уже ждем прорастания. Все. Ванночку вместе со схемой в пакет. Слишком плотно не зажимаем, чтобы кислород все равно проходил. Но вода испаряться уже в таком виде не будет. И туда же в теплое место. В нашем случае на шкаф под потолком. Там наиболее тепло. На шкаф. Сейчас вот здесь вверху 28 градусов тепла под потолком. Вот тут. Ну да, даже с лишним немножко. Так что температуры точно хватит помидорам для прорастания. Учитывая, что у них минимальная температура гораздо ниже для прорастания. Ну, пока что каждую ночь мороз у нас еще, он даже снег не весь растаял. Хотя огород, в принципе, чистый, уже явно пора барановать, потому что сохнет все быстро. Вон уже пыль. Пыль буквально. Ну, а пока наберем земли. На за день размораживается. Наберем земли для наших горшечно-рассадных экспериментов. Так, примерно четверть 20-литрового ведра. Пока хватит, пожалуй. Кстати, северная сторона компоста нашего видно, насколько замороженная. Ну а с южной, возможно, как раз сейчас и получится что-нибудь добавить. Ну, да, в принципе, можно взять уже. Можно. Крупноватый бы его просеять. Ну-ка, сейчас вот здесь. Сюда вот днем солнце светит больше. Да, тут, по крайней мере, есть что взять. Так, теперь высыпаем все это в чашку. Ну, из расчета примерно 100 граммов на 10 литров. В нашем случае горсть нитроамофоски. И тщательно все это дело перемешиваем. Нужно было еще древесной золы добавить, но, пожалуй, с нитроамофоской, наверное, не стоит ее смешивать. Опять же, расти у нас растениям не сильно долго в горшечных условиях, так что не будем заморачиваться. Потом зола с подкорками попадет, а микроэлементов, если что, хватит и из состава органики. Можно было бы, конечно, саму органику еще просеять, но если что сильно крупное, просто будем отбрасывать в сторону, да и все. Не хочется заморачиваться, объемы небольшие работы. О!
можно сказать, смесь почти готова. Собственно, самое крупное сразу и поотбрасываем. Его не так много. Ну и все. Посадочная смесь готова. Можно пересыпать обратно в ведро и нести в теплый домик и уже там заниматься всеми остальными делами. Все. Спустя несколько дней посмотрим, что там у нас творится. Так, посмотрим, что там у нас творится. Так. Значит, отметка с этой стороны, порядок такой. Замочили, получается, мы семена 27 февраля, а сегодня у нас 2 марта. Сегодня вечер 2 марта, то есть прошло ровно 4 суток. Ну и посмотрим, что у нас тут происходит. Есть ли какие-то подвижки. За это время уже могло, в принципе, что-нибудь расти. Так, по первому сорту пока что ничего. Это у нас покупной. Самые свежие семена пока ничего. Так, обратно. Пускай лежат. Смотрим следующий. Это уже один из наших собранных. Посмотрим, что тут. Так, здесь. Ага. Вот этот явно начинает порастать. По крайней мере, одна семечка проклюнулась. Вторая вот тоже проклюнулась. Вот здесь видно вот это. Ну и вот это, естественно. Вот это вот. Так, уже хорошо. Есть какие-то подвижки. Так, тоже пока накрываем. Сегодня заниматься не будем. До завтра, думаем, потерпит. Просло пока не сильно. Смотрим, что там по третьему сорту. Тоже из наших. Так, по третьему пока тоже ничего. Ну, не беда. В принципе, 4 дня для помидоров это не срок. В среднем обычно где-то с неделю надо, чтобы нормально начали прорастать. Так что пока тоже накрываем. Ну, завтра посмотрим, может быть, что-то еще прорастет, чтобы не возиться с 2 семечками. Так что пока до завтра. Ну, можно отметить разве что у нас примерно динамику отметить. Значит, на 2.03 24 так поросли у нас 2 штуки розового штамба. Ага. Ультра и этот не проросли. Один пророс, 2 не проросли пока. Ждем. До завтра. Упс. В пакетик все это дело. Опять. И опять тепло. Кстати, стараемся каждый день и вот так ставить, и вот так. Потому что бывает один край. Но здесь все-таки стена шкафа, и теплый воздух поднимается, а какая там температура в самом шкафу неизвестна, и может разная температура быть с одной стороны этой коробки, с другой. Поэтому периодически меняем местами, чтобы прогревалось и оттуда, и оттуда.
Пленку режем, как обычно, нашим специальным паяльником со специальной насадкой и с нашим специальным приспособлением. Сразу и край оплавляется и отрезается. Дальше снимаем грузы, снимаем линейку. Так. Смещаем пленку на нужное нам расстояние. И все в обратном порядке. Ну, вот тут вот сейчас подгоним как нужно. Чтобы сделать горшочки 4 на 4 сантиметра в сечении, нам нужна, соответственно, лента двойная полиэтиленовая, шириной 8-сантиметровая, шириной 8 сантиметров. Так. 8. Проверяем в 3 местах на всякий случай. Все нормально, можно резать. Все, можем продолжать наши электронагревательные действия. Пленка толстая, так что проверяем. Ну, на тоненькой паяльник мощностью 65 Вт справляется, конечно, более быстро. Ну, а здесь какая-то толстая. Не помню, может, для чего ее брали. Ну, в хозяйстве нашлась, для горшочков хорошо подойдет. Упс. Чуть еще. Вот, одна лента есть. Надо еще одну такую, и все. И можно резать поперек. Режем не спеша. Так, с такой скоростью нормально. Успевает расплавить. Все. 2 искомые ленты готовы. Так, самые краешки теперь обрезаем. Потому что нам нужно туда внутрь попасть. Ну и дальше провели здесь пару линий через 6 сантиметров. И теперь будем резать просто на глаз. Примерно по 6 сантиметров. Так. Ну, в целом должны получиться
толстая. Вот примерно такие емкости. Для наших целей должно хватить их с большим запасом, причем даже. Потому что рассада в них будет очень небольшого возраста. Можно было бы и меньше делать, но с ними работать слишком неудобно было бы. Конечно, дело пойдет быстрее, если один край расширепить и загнать туда линейку, например. Проще будет потом справиться. Ну и дальше уже дело техники. Благо видно даже через пленку линию. Ну а если бы производство было более массовым, там бы уже по-другому действовали, конечно. Можно было бы, например, всю эту пленку сложить в несколько слоев и за одно движение сразу все разрезать. Тут количество небольшое, поэтому и так получается достаточно быстро, чтобы что-то с резаками мудрить. Это еще хорошо, что линию видно. Наверное, пленка такая 100 или 150 по микронам. Ну прямо чувствуется жесткая. И куда мы такое покупали, не помню. Получается и так достаточно быстро. Разрез уже есть. Все, одна лента порезана. Стопочка будущих горшков. Вот такая стопочка получилась. Несколько минут на это ушло, в принципе, недолго. Скорее всего, это с запасом, потому что вряд ли схожесть семян будет стопроцентная. По-хорошему стоило бы вообще штуки по 2 класть в каждый горшочек. Но мы будем по одному и будем ждать, пока они уже проросшие будут. Разве что последние сразу положим. Не проросшие. Но первые будем класть проросшие. Ну что, сейчас попробуем. Здесь вот у нас совочек такой импровизированный. Кстати, из бутылки довольно неплохие варианты получаются. Опа, вот так вот. Сразу на несколько горшочков. Дерзаем. Так, опираем сюда. Так. Немножко уплотняем, потому что все равно потом осядет. Лучше, если не слишком сильно осядет. Ну, практически вровень делаем. Так. Оба. В уголок, чтоб никто не уволок. Собственно, нам квадратные нужно, но сразу их слегка и формируем так. Прижимаем, поджимаем. Так, решили, что все-таки блином со штанги надо подпереть с этой стороны, чтобы можно было спокойно вот так придавливать. Ну и на этот угол сюда. О, вот такой раритет от наших предков остался. Сплошной такой утюжок. Интересно, сколько лет ему. Ну, так, наверное, штука довольно древняя.
Да. Наверное, килограмма 2,5-3 где-то. Ну-ка. О! Сильно туда уже не уедет. Вот так вот. Все, рабочее место почти настроено. Ну и поехали дальше. Мусорок сразу убираем, сильно крупный. Так, ну, в этот ряд должно уместиться 7 штук по нашим расчетам. Следующий. О, как ожидалось, одного совка явно хватать будет штуки на 3-4. Так. Ну, на 3 так точно. Так. Опа. Отлично пока получается все. Так. Земля пока сюда. Потом разберемся. Да, расчет оказался верным. 7 штук. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 хотели, 7 и получилось. Единственное, надо их теперь подписать вот с этой стороны. Вот отсюда. Чтобы потом без всякого риска было. Мало ли, бывает всякое. Даже если ящик перевернем вдруг, чтобы мы точно знали, где какие сорта. Все, этот ряд подписан. Ну и все, дальше уже по накатанной колее. Кстати, вот написано 180 микрон. То-то она такой толстючий кажется. Да. Жуть. Пленка монстр. Это, наверное, продавец подписывал нам. Или для себя подписывал. Ну и последний. Все. Дальше можно высевать то, что проросло. Сейчас подпишем,
последний ряд и начнем. Сварганим по-быстренькому сажальный кол. Чтобы долго не возиться. Ну, что-то такое. Примерно вот такая глубина нужна. Сантиметра 1,5. Ну, примерно такие размеры вышли. Раньше у нас были сажальные колья в далеком прошлом, но мы давно таким не занимались, ничем горшечным, поэтому быстренько импровизированное сделали. Ну и посмотрим, что там у нас еще проросло. Так, по первому сорту, что там есть. Ага, вот один, похоже, пророс все-таки. Угу. Достаточно длинный корешок, уже такой миллиметра 3, наверное. Хорошо, сейчас посадим его. Того из покупного нового пока только одна семечка из 20 штук поросла. Ну, уже не пусто. Значит, в этот первый ряд сейчас сделаем ямку в середине. Так. Опа. Опа. Ну давай, падай. Оп. Все, упал. Ну, дальше просто мы его засыплем. Засыплем. Здесь в уголке уплотнять. Ну, можно чуть-чуть придавить, чтобы был шанс у него снять кожуру свою. Там даже зверюга какая-то бегает. Мушка, землю не стали прогревать. Вот здесь в уголке поставим ямку пока. Чтобы не путаться, что сюда уже посадили. Все, этот пока закрываем обратно. И смотрим следующий. Вроде тут у нас самое много было всего проросшего. Вот так. Да, здесь уже явно больше одного штуки есть на 3 марта. Как минимум. Ага, вот 1, 2, 3. Большой уже. Угу. 4 штуки. Посмотрим внимательнее потом еще. Ну, пока предварительно 4 штуки уже можно высадить. На самом деле присмотрелись. Еще там 3 штуки помимо тех 4, то есть 7 штук проросших, начавших прорастать. Ну и соответственно это у нас по порядку. Второй, то есть первый 3 ряда. Вот сюда 2 ряда вот этих. Итого, значит, сюда вот в этот ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть целый ряд и посадим. Так. Опа. Так, и вот так. Начнем с самого большого, на который явно видно. Так. Этот. Оп. Можно прям пинцетом и зарыть. Мазать не хочется. Все-таки семена сырые. Палочка там не нужна. Пускай сбоку тут будет. Так. Так, следующий. 3. Так.
4. Тоже на темном фоне хорошо видно, что семечко проросла даже издали. Так. Остальные пускай порастают дальше. Так, ну и 3-й сорт, посмотреть там что-нибудь поросло или нет. Так. Судя по всему, здесь пока ничего хорошего не видно. Так что ждем дальше. Ну, это, в принципе, нормально. Одни сорта, как правило, раньше всходят, другие позже. Разная энергия прорастания. Так, ну и посаженные слегка польем. Чтобы земля уплотнилась, чтобы влаги им хватило. Так, все, пока. И вот этот угловой. Все. Остальные можно пока не трогать. Все, этот обратно в пакет и на шкаф. Все, эти обратно на шкаф. Пускай продолжают нагреваться. Ну а здесь стоит накрыть пленкой, чтобы земля не сохла. Все. В таком виде можно куда-то пока в тепло поставить. Например, в районе кухонного стола. Уже там сильно высокая температура не нужна. Помидоры и так будут прорастать уже. Ну, конечно, температура комнатная. Пока все. Продолжаем проверять прорастание семян. Посмотрим, что там у нас. Что там у нас на сейчас. Так, что там? О, в этот раз даже лидер розовый явно решил начать бурно прорастать. И здесь уже проросли почти все семена. Ну, это славно. Отличная всхожесть у него может быть. Супер. Так, сейчас посеем. Видно, что практически все семена проклюнулись. Буквально одна семечка не проросла или две. Так что раскрываем. Это дело. Так. Что нам там понадобится? Колышек. И все. Это все. Оба. Ха-ха. И что мы видим? Эти уже взошли. Их бы уже срочно надо на свет. Очень быстро.
Их бы надо охлаждать и освещать сейчас. Так что переставим на подоконник. Там, конечно, для новых будет прохладновато, но все равно будет достаточно тепло, чтобы помидоры прорастали. Так, ну и быстренько тыкаем. Тыкаем ямки. Ну и погнали. Такс. Упс. Этот раз сделаем пооперационно. Чтобы было видно, где посажено сразу, чтобы не бросить 2 раза в одну лунку. Да и быстрее так, меньше дополнительных телодвижений. Так. Ну и этим можно ямки зарывать. Ничего страшного, если палочки там на пути будут, обойдет. Чай не поезд. Росток не поезд, да. Обойдет, еще и длиннее корень будет. Больше корней. О, даже трава какая-то уже прорастает. Все-таки тепло в доме. Хотелось бы наглядно показать, почему нужно уплотнение почвы над семенами и почему не стоит сажать слишком мелко, то есть глубина должна быть достаточная. Вот этот, видимо, недостаточно заглубился, скорее всего, упал где-то на стенку, не проверили. И в итоге он пока не сбросил свою оболочку. Вот. В идеале, если оболочка остается где-нибудь внизу, в земле, потому что там она сырая, и растению проще из нее вылезти. Здесь вот она засохнет, и если сам помидор не сможет ее скинуть, мы тогда ему попробуем как-то помочь. Потому что бывает такое, что не получается нормально у растений, вот, особенно при поверхностной посадке, при слишком мелкой. Вот эту оболочку убрать. Так, смотрим, что у нас там по следующему. Так. Что-то есть или нету? Так, вроде есть. Как минимум. Вот пророс. Вот. В общем, есть что сеять. Тут особо не видно. Так, делаем еще 4 ямки для этого сорта. С глубиной не стесняемся, раз он показал себя таким ретивым местами. Так, 4. Упс. Икс. Высаживаем. Потом поправим. Так.
Сейчас поправим. Вниз корнем. Это, в принципе, нормально лежит. Развернется как нужно сам. Здесь. Вот тут упал на стенку. Так. Где он там? О. Все, вот теперь он точно на дне. Ну, здесь лежит нормально. Все, закапываем. Кстати, решили все-таки рисовать схему, где посажено, потому что иначе вода замывает ямки, которые отметки ставили, и их не видно. Все, это уже то, что посеяно. Ну и третий сорт смотрим. Этот закрываем, пускай простает дальше. Ну а этот открываем. Семена еще живые, вот проросший. Даже наши старые, 5-летней давности. Есть там что-то еще. Вот видно на фоне темного, что пророс. Так, сейчас посадим. Больше ничего вроде нет. Остальные пока молчат. Ну, возможно, порастут еще. Так, ямки по уже накатанной. Суховатая земля. Ну, заливать не хочется, а то сминаться будет слишком. По-любому польем потом. Так. Один лег нормально. Где там второй? Вот он. Все, тоже лег нормально на дно, так что можно спокойно засыпать. Ростки небольшие, тут особо разворачивать не надо их никуда. Так, уплотняем слегка. Ну, конечно, без фанатизма. Все-таки живые ростки можно поломать. Хотя они живучие, они даже слегка подломанные все равно расти будут. Ну, тут уже ряд почти просматривается. Закрываем. Все ж вроде. Да, пока нету ничего больше. Так. И 2 сюда. Итого на 5 марта у нас поросло 15 одного, 11 второго, 2 третьего. 27 сеяли, 5 марта. Это получается там 29 дней. Ну, вот. Такие сроки прорастания примерно при температуре от 25 примерно до 30 градусов у помидоров. Естественно, при более низких температурах, ну там градусов 10, они могут намного дольше, конечно. Ну тут пока еще 2 недели нету даже. Нормально. Так, все, дальше на дальнейшее прорастание на шкаф под потолок в тепло. Ну, с поливной водой, пожалуй, проведем кое-какую экзекуцию. Сделаем слабый раствор
марганцовки. Вообще на 10 литров такого раствора нужно марганцовки порядка 3-5 граммов на 10 литров. Ну, мы, конечно, меньше добавим. Но добавим. Ну, грубо говоря, вот тут литр примерно. На литр нужно было бы 0,3-0,5 грамма. Это раствор был бы вообще черного цвета практически. У нас, конечно, не настолько. Но все же лучше что-то, чем ничего. Это для того, чтобы вот то, что всходит, чтобы меньше повреждалось черной ножкой. Потому что в защищенном грунте при повышенной влажности, при недостатке света, это обычное дело на рассаде. В парниках обычно такого у нас не бывает. Конечно, прежде всего свежепосаженная. Так, эти слегка. И эти свеженькие. Все. Много не ушло раствора. Пока сюда много воды, смысла лить нету. Еще растения не испаряют ничего. Пленкой прикрыта. Так, пускай туда в корни затекает. Кстати, контакт у пленки резали ножницами без особой точности, поэтому, естественно, там вода везде будет вытекать вниз, то есть никакой дополнительный дренаж мы не делаем. Система водяная у всех этих горшков получается общая, чисто чтобы у нас нигде на подоконник не текло. Вот эта пленка здесь вставлена. Постарались выбрать без дырок, а дальше посмотрим. Если что, вставим еще что-нибудь. Ну, пока вроде бы не замечали, чтобы протекало. Ну, очевидно, что здесь полно зазоров, поэтому с вентиляцией в самом низу корням, если что, нормально должно хватать. Кстати, вот этот помидор, который шкуру не успел сбросить, мы перед поливом слегка сыпанули землей, и сейчас шкура оказалась в земле. Поэтому шансы сбросить у него сейчас самостоятельно выше. Слегка подсыпали. Ну, тут особо земли не добавишь, в принципе. Разве что до края, но между тем видно, что получилось погрузить. Но опять же, после полива земля уплотняется, и опять же трение повысится, чтобы он мог спокойно вытягиваться вверх, пока шкурка держится в земле. Посмотрим, как выйдет. Все, на подоконнике, рядом с зарослями батата. Вообще пока временно, пожалуй, приоткроем, чтобы после поливная вода на листьях высохла. Не нужны нам еще грибные заболевания, хотя в растворе марганцовки вряд ли что-то возможно, но все равно лучше пока пускай постоит. Солнца нету сейчас. Все. Воздух теплый. Как вода на листьях высохнет, так сразу и прикроем пленкой. Света здесь уже должно хватать. Но еще с этой стороны еще экран белый сейчас поставим, чтобы свет, который оттуда падает сюда, светил и в эту сторону. Это чтобы растения не отклонялись слишком сильно туда. Ну вот, ставим экран. Оп. Оба. Вот так вот. Понятно, что отсюда свет идет тоже белый. Никакую подсветку дополнительную электрическую не планируем применять. Все-таки не зима, март. Достаточно и так света. Ну, правда, сегодня солнца нету. Погода пасмурная, но между тем свет падает. Экран у нас из обычного картона, на который налеплена просто белая бумага. Скотчем прилепили и все. Недолго думая. Это, конечно, не зеркало, но отражение белого довольно хорошее, практически во всем спектре. Крепление экрана просто прищепка к ящику. Вот раз, и все. Никуда не денется. Все там теперь светло как днем. Ну, в прямом смысле, да. И, кстати, и менее, конечно, тепло сейчас пока что. Потому что в доме сейчас градусов 25-30, даже в середине, наверное.
Печка топится. Ну, у подоконника, конечно, прохладнее. Так, ну вот сейчас здесь 20 градусов, так что, пожалуй, даже подоконник загородим шторой, чтобы тут было прохладнее. Все-таки помидора мы 10-15 градусов хватит, чтобы всходить, а которые зашли, те могут вытянуться в тепле. Сделаем как положено. Снизим температуру и улучшим световой режим. Пожалуй, здесь сделаем такую распорку, чтобы, если что, у нас ничто никуда не вывалилось при переноске. Ну, пока все не зайдет, чтобы пленкой нормально накрывать картонку с этой стороны, это чтобы пленка не ложилась на листья. И здесь пару торчков сделали, пока хватит. Кстати, вот уже на следующий день тот, который не хотел оболочку сбрасывать, уже нормально вылез, уже он там следующий лезет. Этот вылез нормально, никаких следов его приключений нету. Все нормально, новые всходы лезут. Первый сорт тоже всходить угловой начал. Ну и понятно, что на 6 марта у нас еще начали прорастать семена. Вот, например, проросшие. Вот это уже третий сорт, который плохо пока. Ну и второй даже, который почти весь уже высадили. Вон, длиннючий какой. Буквально за ночь пустил, вот утро сейчас. Вот так выгнал. Сейчас тоже посадим. И уже посадку показывать дальше не будем, смысла нету. Все точно так же, по аналогии. Покажем разве что уже всходы, ну и сколько семян осталось, например, не проросших. Интересно всхожесть показать, чтобы было понятно, наглядно, как всходят помидоры разных сроков, разной продолжительности хранения. Достаточно хорошо видно, как ростки выбираются из земли. Например, еще сегодня листья в земле были, буквально с полчаса-час прошел, уже выбрались над землей уже. Кстати, на 10 марта по первому сорту поросли все. Вот, даже последний 20 из 20 проклюнулся. По второму сорту тоже последний проклюнулся. Ну а по третьему сорту не пророс только один. Пока что тишина еще. То есть по двум сортам вообще стопроцентная всхожесть. Редкость, но факт. Ну правда там, конечно, мы выбрали самые крупные семена, поэтому вполне очевидно было, что они будут лучше всходить. Ну, это тоже ждать особо, наверное, и не будем. Ну, а эти сейчас высадим. Хотя, например, для вот этого у нас даже горшка нету. Придется его вторым подсадить аккуратненько. Итого у нас, в общем-то, все посажено. Ну чего, потихоньку прорастает все это дело. Решили сегодня на денек выставить в парник. Это у нас такой экспериментальный, не посадочный, а просто экспериментальный небольшой полигон сегодня. Ну вот сейчас середина дня, примерно плюс 5 градусов тепла. Конечно, здесь помидорам холодно, но в парнике там уже и выше 20 может быть днем. И, ну, опять же, обилие света, солнечный день, наконец-то. Земля замороженная. В краях парника, это вот отсюда, такие куски льда. По ночам больше минус 10, днем до плюс 10. Такая же чехарда продолжается уже, в общем-то, полмесяца, поэтому вполне можно греть, ну а сажать что-то, конечно, здесь оставлять на ночь бесполезно. Это уже надо тогда с топливом здесь натапливать, иначе проморозится почва и в парнике. Разумеется, если семена свежие, можно вовсе не возиться с каждой отдельно семечкой. Сразу посеять по несколько штук в каждый стаканчик. А позднее просто прорвать, оставить по одному растению, самому крупному.